Привет, друзья! Сегодня мы поговорим на тему страхования автомобиля в Чехии. Я расскажу какие-то базовые принципы, как это работает, а также упомяну о самых популярных ошибках начинающих водителей. Я постоянно о них рассказываю, где-то упоминаю в своих роликах, где-то упоминаю в своих постах в социальных сетях, но вижу, что люди продолжают делать эти ошибки, продолжают получать какие-то штрафы, проблемы, и сегодня мы поговорим об этом более детально. Структура будет простая, мы начнем с самого начала, как считается страховка, как она заключается, какие проблемы могут возникнуть в самом начале. Далее мы поговорим о продлении страховки или какие ошибки вы можете совершить во время владения какой-то страховкой. И в конце закончим тем, как ее расторгнуть, как она отменяется и что с этим делать. Итак, самое главное, как считается страхование автомобиля. Очень часто люди задают такие вопросы, как, например, скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить страховка на первую машину? Не знаю, понятия не имею, потому что страховка считается по многим параметрам. Во-первых, владелец автомобиля, его возраст, его прописка, его стаж владения с автомобильной страховкой. И очень внимательно относитесь к тому, что никому не важно, как долго вы владеете, например, водительским удостоверением, да, или сколько машин у вас было где-то там, я не знаю, в какой-то своей стране. Они вбивают ваши родные числа в базу, и в базе страховых они видят, сколько месяцев вы владели автомобильной страховкой и сколько аварий у вас за это время было. Чем больше месяцев и чем меньше аварий, тем больше бонус от базовой цены. Поэтому, если человек уже владеет, не знаю, какой-то машиной и страховкой на нее 5 лет в Чехии, и не было ни одной аварии у него, то, соответственно, там эти 60 месяцев будут числиться как бонус, и цена для него будет гораздо ниже, чем для начинающего водителя. Это что касается владельца. И, кстати, очень важный момент, что есть такая черта 25 лет. Если вам меньше 25, то будет значительно дороже, если больше 25, то будет подешевле. Далее. Влияет, конечно же, автомобиль, смотря какой у вас автомобиль. Возраст автомобиля, объем двигателя, мощность двигателя, марка автомобиля, само собой. Ну и логично, что из всех этих параметров потом высчитывается это просто голые цифры, чистая статистика, какая-то цена. Например, какой-нибудь дедушка на Toyota Yaris литровом будет владеть страховкой за, скажем, 2-3 тысячи крон, в то время как молодой 20-летний парень, первая машина без опыта, при этом BMW 3-литровая, тут уже рассчитываете, что там 1015 и выше за самую базовую страховку. Да, то есть, и оно логично. Они просто высчитывают, исходя из всех этих параметров, которые я перечислил, вероятность того, что вы разобьетесь. Да, вероятность того, что им придется платить. А также они еще учитывают, что, например, да, дедушки на Ярисах тоже иногда бьются, но чаще всего они просто царапнут кого-то на парковке. В то время как парни молодые на 3-литровых BMW, если разбиваются, да, то собирают кучу машин или об столб, или еще что-то, и сумма именно возмещения ущерба огромная. Теперь, очень важный момент, какие есть трюки у человека, заключающего страховку, сделать сумму пониже для вас. Относитесь к этому очень внимательно, да, каким образом человек умудрился сделать вам сумму ниже, чем все остальные. Например, есть такой трюк, это штраф за аварию. Например, у вас какая-то самая базовая страховка, но если вы кого-то ударите, то вы должны будете еще заплатить что-то страховой компании за то, что вы сделали аварию. Да, и само собой на каком-нибудь базаре, заключая с вами страховку, они вам об этом не расскажут, и вы будете очень неприятно удивлены. Да, или бывает такой, точнее так, учтите такой момент, что в Чехии есть поясник. Это человек, который заключает страховку. И поищенный – это человек, на которого эта страховка относится. И эти люди могут быть разными. И можно сделать так, что поясник будет отличаться от владельца автомобиля, например, и запишут страховку на кого-то другого, у кого много бонусов. И с одной стороны, многие скажут: о, ну отлично, использую чужие бонусы, и сейчас у меня будет страховка дешевле. Но учтите, что в таком случае вы не нарабатываете бонусы себе.
Да, то есть всегда можно, например, оформить машину на папу-маму, у них будет и возраст повыше, и какие-то бонусы, и цена будет гораздо ниже. Но рано или поздно вам придется когда-нибудь в жизни оформить машину на себя, да, и у вас будет 0 бонусов, и вы все равно будете платить высокую сумму, поэтому тут надо всегда оценивать, насколько большая разница и насколько оно вам окупится записать машину на чьи-то чужие бонусы и не нарабатывать свои на будущее. Возможно, все-таки стоит сейчас переплатить, но зато эти бонусы себе наработать и в будущем платить меньше, и оно будет компенсироваться. Так, далее. Очень частая ошибка. Ваш адрес реальный, где вы живете, может отличаться от вашей официальной прописки. Учтите, что страховая компания рано или поздно вам будет посылать какие-то бумаги, какие-то счета на оплату, что угодно. И если вы там не живете и вы не получите эти письма, то это только ваши проблемы. По чешским законам, если они послали на официальный адрес, который вы им дали, то даже если вы не получили письмо, там спустя какое-то время, по-моему, 10 дней от момента, как должно было быть доставлено это письмо, оно считается прочитанным. И если вам посылали счет на оплату, вы его не получили, не оплатили, они будут вам считать штрафы, какую-нибудь пеню, то это ваши проблемы. И по чешским законам вы не можете доказать, что вот я там не живу, поэтому я не получил, и с меня взятки гладкие. Так не бывает. Это ваши проблемы. Обязательно страховой указываете правильный адрес для корреспонденции. То есть вы можете им дать адрес прописки официальный, а также дать адрес, куда посылать все письма, как с вами общаться. И если вы, допустим, переехали, обязательно уведомите свою страховую компанию о том, что ваш адрес для корреспонденции поменялся. Это очень важно. Вы можете что-то пропустить, и будут из-за этого какие-то проблемы. Так, далее, еще в момент заключения страховки очень многие люди делают так, что посылают, например, или там идут по разным страховщикам, им считают разную страховку, и самая большая проблема, что люди могут где-то подписать, например, и люди думают, что если они не оплатили страховку, то она отменяется. Нет, так не работает. Если вы где-то подписали договор, присутствует ваша физическая подпись, и вы не оплатили, это не значит, что страховой договор отменен. Это значит, что вы просто не оплатили. И страховая будет вам посылать письма, уведомления. Пожалуйста, оплатите, оплатите. Потом она начнет посылать штрафы за то, что вы не оплатили. Опять же, считать пеню и так далее. И это ваши проблемы. Вы подписали, существует договор, на основании которого вы обязуетесь что-то оплачивать. Да, то есть, если вы где-то подписали договор, то в течение, насколько я помню, 14 дней с момента подписания вы имеете право его расторгнуть без причины, но вы должны его именно расторгнуть. Вы должны сходить и написать заявление или хотя бы послать такое заявление им на e-mail и получить от них подтверждение, что да, договор расторгнут и с вас не требуют чего-либо. Но на самом деле там вы, например, заключаете договор и отменяете его через неделю, то вам вернут неполную сумму, если вы оплатили, либо если вы не оплатили, то с вас могут захотеть, чтобы вы там за эту неделю еще оплатили. Так что не удивляйтесь, так оно работает. И, пожалуйста, не подписывайте много договоров одновременно. Бывает такое, что люди проходят там, считают страховку везде подпишут, потом у них 5 страховок на одну машину, все страховые от них хотят деньги, а люди такие, а мы думали, мы не заплатили, и она отменилась. Так не работает, к сожалению, увы. Так, далее, когда вы заключаете страховку, есть обязательное страхование по винной ручине, например, в России это называется ОСАГО, и это страхование на тот случай, если оно обязательное, как я уже сказал, и если вы кого-то ударите, вы виноваты, то потерпевшего с этой страховки ему будут возмещать ущерб, ремонтировать его автомобиль. Но вы можете сделать так называемая каска или аварийный поистине, это полная страховка, которая включает уже то, что и вашу машину починят, или в случае вандализма на вашем автомобиле его починят, или если кто-то его ударил, уехал, и этот человек не нашелся, неизвестный, то вам починят. То есть это полное страхование. Но учтите, что при расчетах цены на полную страховку еще потребуется от вас
цена автомобиля, а также его пробег, для того, чтобы посчитать сумму, и обязательно сделать фотографии. То есть вы должны заехать в страховую компанию или к вам приедет человек от страховой компании и сделает фотографии машины. Потому что если потом что-то произойдет, вы обратитесь по страховке, чтобы вам это починили, они будут сравнивать с фотографиями, не было ли этого повреждения уже в момент заключения договора. Ну, то есть это логично, чтобы люди не обманывали страховую компанию. Если вы не сделали фотографии, но, допустим, оплатили даже, она не будет работать, потому что им не с чем сравнивать, и вы не можете доказать, что этого не было до заключения договора. Поэтому обязательно уделите этому небольшое время, заедьте, сделайте фотографии, будете спокойны, что ваша страховка полноценно работает. Это очень важно. Далее. Очень многие люди думают, что они заключили договор, и у них там, например, зеленая карта, страховка на год. И люди думают, что если год закончился, то можно заключать другую страховку, и эта страховка кончилась. Нет. Страховки продлеваются автоматически всегда. Абсолютно все автомобильные страховки автоматически продлеваются. Если же вы хотите по окончанию года поменять страховку, то вы должны самый максимум за 6 недель до окончания года написать заявление об отмене, то есть расторжение контракта. Если вы его не написали или не успели за 6 недель до окончания, увы и ах, он продлевается дальше, платите дальше. Не думайте, что можно просто в конце года сделать другую страховку и предыдущая закончится. Нет, у вас будет две тогда страховки. Если вы не отменили, не расторгли контракт, у вас нет письменного подтверждения, то ваша страховка продолжает идти. Ждите новых счетов на оплату. Если вы их не будете оплачивать, то ждите штрафов и прочих проблем. Это надо учесть. Далее. Очень многие люди думают, что страховка нужна только для того, чтобы ездить на автомобиле, а если машина, допустим, долго стоит, вы уехали на 3 месяца или там, я не знаю, машина долго стоит сломанная на сервисе, то можно страховку не платить. Нет, так не работает. Есть чешская комиссия страховых, которая берет базу зарегистрированных машин и базу от всех страховых компаний. И получается, состыкует их между собой, и если они обнаруживают какой-то автомобиль зарегистрированный, но не имеющий страховки оплаченной, то они за каждый день вам будут насчитывать штраф, и они вам его посылают там раз в несколько месяцев. Да, то есть можно первый штраф получить, например, сразу за полгода, и штрафы очень большие. Что же делать, если машина долго стоит, вы не ездите и не хотите платить страховку? Тогда вы снимаете номера с машины, берете большой маленький техпаспорт, идете в регистр ВОЗИДЛ и отдаете номера в депозит. Это временное снятие с учета. Потом вы берете документ, подтверждающий, то есть техпаспорт, что номера сдали в депозит, идете в страховую компанию и отменяете страховой договор. И только тогда можно его не платить. А так, страховая компания не знает, что вы не ездите на машине. И очень многие люди начинают решать эту проблему уже после получения штрафа, ну а потом уже сделать ничего нельзя. Вы либо будете доказывать, что машина была продана, например, либо будете оплачивать штраф. Это очень важный момент, очень многие люди с этим сталкиваются, очень многие не знают, получают штраф от ЧКП, и потом пытаются его как-то решить, но на самом деле в 99% случаев единственный выход – это просто оплачивать. Дальше. Соответственно, когда вы продаете автомобиль или, допустим, вы возите его за пределы Чехии официально, то вы тоже должны уведомить свою страховую компанию, и на основании смены регистрации автомобиля вы можете расторгнуть страховой контракт. И если вы что-то оплатили наперед, например, то за оставшееся время вам вернут деньги на счет, но вы обязаны это сделать сами. Страховая компания никак не узнает автоматически о том, что машина была вывезена или продана. Вы должны им написать email, послать документы или зайти в какое-то отделение страховой и написать заявление о расторжении контракта. Так, поэтому подытожим. Страховку можно не платить только в том случае, если вы ее официально отменили, расторгли контракт. Расторгнуть контракт можно только в конкретных случаях. Либо
14 дней с момента заключения, либо сдали номера в депозит, либо продали машину или вывезли из страны, либо за 6 недель до окончания года. Вот. В других случаях придется платить. Если не платите, будете получать штрафы. Если не платите штрафы, то рано или поздно рискуете попасть на экзекуторов. И так далее, и так далее, и так далее. Это там уже как снежный ком, и люди очень часто доходят до таких граней, что вообще думают, как избавиться от машины и ничего не платить, и там сжечь машину или подставить, что она украдена, но не рекомендую. Решайте все официально, читайте законы, читайте очень много информации в интернете обо всем этом, как работает страховка, как она продлевается, отменяется, заключается. Все это общедоступно. И помните, друзья, незнание закона не освобождает от ответственности. Если вы о чем-то не знали, из-за этого не оплатили, не сделали, не отменили и так далее, то это ваши проблемы. Вы приехали в эту страну, это ваша обязанность, скажем так, изучить местные законы и придерживаться их. Будьте аккуратны, будьте внимательны, всего доброго. Если остались вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу, а также расскажу и в следующих роликах. Всего доброго, пока!